Хочется немножко, начать все-таки диалог. Давай, соберись. Все равно вас 30-летие настигнет. Это вот мои братишки, мои кореша, самые лучшие. А вот эта вся романтизация какого-то брутализма. Драка за гаражами. Драка. Меня спасешь из горящей избы, честно сказать. Я, вот, откровенно говоря, нарцисс. Что ж, мой лучший друг, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Мне нравится твой богатый смех. Да. Ну вот видишь, это значит, что не надо гейм-девелопментом заниматься, иначе он пропадет. Ну, у меня смех не богатый. Мне можно вообще всякой чуши по жизни заниматься. Так что, давай, предмет нашего разговора. Да. Сколько у тебя друзей? Довольно много, на самом деле. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Здравствуйте, зрители. Игорян, привет. Луиза, Жека. Насчет остальных не уверен, что они будут смотреть. Поэтому... Остальные не друзья. Вам я привет передавать не буду. Я точно не буду. Мы решили сегодня с Юлей обсудить тему не взросления. Тоже бы не помешало, знаете. Давай, соберись. Мы решили обсудить тему дружбы во взрослом возрасте. Как вы знаете, во взрослом возрасте, вы уже знаете, наши зрители — это миллениалы в основном, поэтому вы уже знаете, что найти друзей в 30 плюс лет довольно сложное занятие. Ну и вообще в целом, когда вы заканчиваете вуз, когда вы, сначала заканчиваете школу, потом заканчиваете вуз, у вас пропадает такой легкий вайб нахождения друзей, и вы сталкиваетесь с тем, что друзей просто нет. Есть кого-то коллеги, есть старые друзья, как находить новых друзей непонятно. А эта ситуация усугубляется еще тем, что еще тем, что у нас, мы вот диджитал-номады всякие, они художники, да, диджитал-номады, иммигранты и так далее, то есть социальный срез, он вообще выпадаешь полностью из прежнего социума и сталкиваешься с тем, что никого нет. Плюс еще люди, в среднем разговаривают, ладно, в Грузии это не так актуально, но люди в среднем не разговаривают на твоем языке, и тебе нужно прилагать больше внутренних усилий, чтобы хотя бы даже выходить из дома вначале. Вот. Но благодаря чудесам, конечно, саморефлексии, о чем мы попозже поговорим, все возможно, в том числе найти друзей после 30. В том числе выйти из дома. В том числе выйти из дома, да. Хотя иногда это реально большая беда. Вот. Надеюсь, товарищи зрители, что вам, возможно, наш разговор как-то поможет переоценить и друзей, переоценить то, что вы хотите от дружбы, хотите ли вы вообще дружбу, возможно, как-то отрефлексировать прежние свои отношения, и вы просто будете больше счастливым человеком, потому что это база, это фундамент. Как бы счастье — это круто. Хочется немножко начать все-таки диалог, поэтому вот, Юля, расскажи, как у тебя с друзьями сейчас. У меня довольно неплохо, я про это тоже немножко расскажу, но давай начнем с тебя. Сколько друзей? Столько-то. Да. На самом деле тема, мне кажется, действительно очень актуальная в наше время. Вообще я очень много сейчас где-то, в основном в трессе, на самом деле, читаю о том, что людям сложно заводить друзей, либо там какие-то вот такие печальные треды, типа вот куда девались все друзья, или вот все подруги там куда-то потерялись, что-то произошло, я осталась одна, что делать? Или, опять же, те, кто переезжают в другие города, в другие страны, тоже с этим сталкиваются. И я думаю, что, да, сегодняшний наш подкаст, надеюсь, будет полезным, поделимся своим каким-то опытом в этой сфере, обширным достаточно. Вот. И также еще поговорим на разные острые темы, остросоциальные, такие как дружба между мужчиной и женщиной, и дружба между бывшими... ничего, да, что я сразу такая спойлернула. Вообще, да, жестко. Ну что ж, заспойлерила уже. Дружба между бывшими. Бывает ли такое вообще?
Вот. Ну, что хочу про себя сказать. У меня, наверное, всю жизнь было всегда не слишком много друзей. Так уж получилось. Я, наверное, знаешь, из тех людей, которых вот типа 1-2, ну, может, максимум 3 близких друга. То есть все остальное — это такое общение, ну, приятельское как бы, но я, наверное, всегда всю жизнь как-то такие границы расставляла, что вот это вот мои братишки, мои кореша, самые лучшие, а вот это просто приятели, с которыми прикольно проводить время. Вот. Интересно, как у тебя? То есть ты проводил какую-то жесткую грань всегда, или ты как-то так, типа... Ну, какая у тебя градация вообще в дружбе? Ну, я тоже проводил ее всегда. Ну, я сейчас перестал ее проводить, но вот раньше всегда проводил, что вот это прям друзья-друзья, а это, ну, типа чуваки, просто с которыми комфортно общаться. Я размышлял по этому поводу, я пришел к выводу, что это что это вообще какая-то азиатская тема просто. Ну, типа, это особенность менталитета. То есть вот какие-то вот эти клановости, надо свой клан какой-то создать, вот это какая-то сегрегация друзей. То есть, типа, в английском языке даже это все же friends называется, даже если это просто какие-то чуваки, которые там, ты с ними один раз банку пива и выпил. Вот, а у нас это нет, вот это друзья, это знакомые. Типа, это там вообще какие-то непонятные типы. Поэтому, ну да, я тоже проводил, но почему перестал? Потому что, конечно, ну это немножко все размывается, и я и сам немножко уже переосмыслил как бы понятие дружбы и так далее. То есть если раньше это действительно было вот мы с одного двора, там это мои там братишки, и там возникали ситуации, в которых это важно, ну типа там... Драка за гаражами. Драка за гаражами, да, какая-то такая чушь, то во взрослой жизни, ну, таких моментов довольно мало. Они обычно либо мега трагично, быстро заканчиваются, либо в этом, ну, нет необходимости, либо я просто вообще не того вайба человек, и я просто не нахожусь в тех ситуациях, где там мы с братанами там едем на тачке с успеху. Ну, я не знаю, ну, нет такого, типа, вот. С чуваками, с какими-то просто комфортно, кайфово поболтать, провести время, что-то поделать интересно. Ну, такого больше. Поэтому вот это исчезла необходимость как-то сортировать друзей по этот лучший друг, этот, ну, такой себе друг. Вообще это довольно, ну, оскорбительно. И мне кажется, зрелый человек как раз-таки он убирает вот эту тему это мой лучший друг. Это либо там инструмент манипуляции вообще становится, ну, ты же мой лучший друг, либо это становится просто маразмом. То есть, ну, друг да друг. Там, может быть, он в какой-то момент окажется лучшим, а в какой-то момент нет. А может быть, никто вообще не придет на помощь там никому, и как бы их просто не существует. И никто не знает, и в том числе относительно самого себя, кто как поведет себя в стрессовой ситуации какой-то. В ситуации, в которой тебе надо помочь, в ситуации, в которой там что-то происходит, никто не знает. А вот эти дружбы по комфорту, они, ну, как бы есть просто, и все. И это вполне ок. И, типа, учитывая, что ты всегда живешь в среднем в комфортной какой-то обстановке, это норм. Ну, то есть в моем понимании теперь люди, с которыми тебе просто нравится и комфортно, кайфово проводить время, это уже друзья, все. Будут ли они там спасать тебя из горящей избы, это уже открытый вопрос, неизвестно. Приятно думать, что каждый, конечно, будет, и я тоже про себя так думаю, что я буду. Но так ли это произойдет, я надеюсь, нам просто не придется проверять. Ты меня спасешь из горящей избы, честно скажи. Да, конечно. Да, конечно. Надеюсь, проверять не придется. Ну вот именно, да, видишь, если она будет реально гореть, то хрен его знает, кто там как себя будет вести. Лучше никогда не проверять это. Вот. Также это касается и там больших денег каких-то, тоже никто не знает, как кто себя будет вести, когда слишком много денег. Там, возможно, кто-то зазнается, возможно, кто-то пропадет, возможно, наоборот, кто-то хорошим сразу станет, типа более таким, ну, живым, потому что перестанет искать возможности выживать. Никто не знает. Угу. Ну, то есть у тебя как будто такой подход, что есть просто окружение, и кто-то из этого окружения в разные периоды жизни может стать ближе, в другой период дальше, и это окей. Да, да. Ну, то есть раньше мне очень важно было, что
я действительно вот назначил каких-то людей ответственными за дружбу, так скажем. Это все мои друзья. Это звание. Да, это звание, которое не имеет никаких преимуществ в плане для них. Медалей тоже никаких не дают. А для меня... Но из горящей избы должен спасать, должны слушать нытье, там, очередного нового Ваньку, там, какого-то, этого 10-го уже. А почему я тогда слушаю? Я не поняла. Ну, видишь, где моя медаль? Почетное, как это сказать, звание, да, без особых регалий. Вот, ну, я просто перестал воспринимать это как-то так серьезно. Действительно, я и сам для кого-то какое-то окружение, с которым либо комфортно и интересно проводить время, иногда записать подкаст, иногда там что-то поделать, поиграть, иногда, может быть, разработать, что-то погулять. Поразрабатывать что-то. Ну, всякая жизнь бывает, да. Вот. Поэтому, ну, как-то вот этот градус серьезности и вот этой важности дружбы, я его немножко подсбавил, и поэтому мне теперь гораздо проще коммуницировать. Это, кстати, да, вот еще такой момент, дорогие подписчики. Как только вы понижаете значимость чего-то в своей жизни, вам гораздо легче это достается сразу же. Потому что когда оно там где-то высоко на пьедестале, типа там хорошая дружба, хорошие отношения, ну, это не то чтобы какой-то закон вселенной, просто... Трансерфинг реальности. Не, ну, real, там так написано. Блин, я не читал. Я знаю, что там сделан популярный чувак, но я не читал. Ну, по факту, да, так и есть, когда ты... Ну, во-первых, у тебя нет ожиданий от других людей, что ты же мой лучший друг, ты же должен. Тогда как-то проще с людьми взаимодействовать, и у тебя меньше внутреннего напряжения. Ну да, но тут, конечно, нужен баланс. То есть, типа, мы недавно вот с тобой про это разговаривали, что как друг познается в беде, да, в том числе в каких-то вот таких... В радости. И в радости, да. Но если вы максимально, как-то, знаете, неконфликтное общение ведете, то не возникает более глубокой связи, на самом деле. Ну, то есть для того, вот, если взять отношения, они как проверяются и укрепляются? Вместе пережить какую-то жопу. Там, не знаю, опоздать, ну, хотя бы самое простое, там, куда-то опоздать, оказаться, ночевать в аэропорту, все это сближает в итоге. Конечно, там можно сказать, ты что, еблан, не мог посмотреть расписание заранее, что ли? Или ты что, так долго забирался, дура? Но в целом, вместе, когда люди что-то вот такое вот проходят, они, если не разругиваются, они становятся ближе. И вот именно... Ну, вот эти все мои какие-то алкозаплывы там с друзьями, они на самом деле меня с ними сближали, потому что в этот момент ты максимально какой-то уязвимый, там, жалкий пес. И если другой человек не пользуется этим, то ты такой, типа, внутри, нормальный тип какой-то. Поэтому, ну, какие-то вот эти слабости, они, конечно, проблемы, это все круто, но... Ну и радостные моменты тоже. Ну, радостные, да. Просто тоже хочу подчеркнуть, потому что у меня, знаешь, как будто по опыту наоборот. Вот когда плохо, находится много людей, которые готовы тебя потом поддержать, как-то помочь. А вот когда у тебя все хорошо, все такие... Так, что за фигня вообще? Ну, бывает такое. Поэтому, на самом деле, ну, я думаю, мы попозже еще на эту тему поговорим, что когда ты растешь, да, там, ну, как финансово и во всех других смыслах, то важно, чтобы окружение тоже как минимум не пыталось тебя как-то принизить, при этом оставалось с тобой как-то на одной волне. Но мы, наверное, попозже к этому вернемся. Да, наверное, но в целом, на самом деле, это же часть тоже дружбы, вот этот рост, вот эта возможность радоваться за другого человека, его успехам и так далее, это тоже важная часть дружбы. И действительно, ну, не то чтобы это редкость какая-то, да, но я даже в себе могу заметить, а вот это какая-то зависть, да, она довольно такая популярная вещь. И действительно, даже когда ты за человека рад, то у тебя внутри вот какая-то вот эта вот обезьяна из палеолита, она такая, типа, либо она говорит, так, а ты-то че лох такой? И уже ты не можешь полноценно порадоваться. То есть какое-то соревнование включается. Но это, видимо, мужская какая-то тема.
Вот, Не, да. ну, у женщин тоже такое есть. Но знаешь, мне кажется, это зависит еще от твоего текущего состояния. То есть вот если бывает такое, что ты, например, сейчас вообще максимально не в ресурсе, у тебя что-то не получается, ты там потерял, например, какой-то ориентир по жизни, и ты такой сидишь, и тебе друг говорит: а я тут вообще классный проект делаю, у меня все классно, и ты как бы за него и рад, а с другой стороны ты сидишь такой: бля, я вообще лох. Лох. Да, но мне кажется, это еще, знаешь, наверное, про вот как раз эмоциональный интеллект какой-то и про эмпатию. Вот в таких случаях, даже если у тебя все хорошо, но ты при этом, ну, видишь, что твой друг, например, сейчас не в лучшем своем состоянии, немножечко вот свою вот эту гордыню запихать в одно место и сказать: блин, друган, я тебя вообще поддерживаю, я с тобой, я тебе, ну, как бы готов там помочь, поддержать, и потом, когда он немножечко уже: а я молодец. Не, ну это реально важно. Не, ну да, конечно, уметь оценить, насколько уместна сейчас твоя вот эта бравада любая какая-то, это важно. То есть, ну, конечно, я не знаю, там на похоронах матери глупо подходить к чуваку условно и говорить: слушай, у моей мамы все отлично, типа. Привет тебе передаю. Да, но это неуместно, то есть, типа, надо, конечно, понимать, когда что можно говорить и какие фразы это что-то нормально, а что нет, там. Но это вот, как ты сказать, не все люди обладают развитым эмоциональным интеллектом, но многие могут улучшить эти навыки. Ну да. Но для этого нужна вот как саморефлексия в том числе. Много кто вообще про это не парится, типа просто на автомате там что-то из себя достает. Типа я рад, поделился, что ты со мной не радуешься, дурак что ли? Вот такого тоже много. Мы как-то немножко запетляли, надо немножко вернуться, Да, надо немножко в вернуться. русло. Я еще просто хотела свое высказать видение на тему вообще дружбы и трансформации дружбы, но уже далеко от этой темы Да, ушли. да. Потом придется нарезку делать Да. и втыкать. Стыкать просто. И там чисто Ванька такой говорит, он заткнулся. Вставки Юльки, потом опять Ванька такой продолжает свой монолог. Не, ну он живой же делает. Нет, согласна, да, согласна. Но просто, наверное, все-таки надо немножко паузу делать, чтобы я что-то по смыслу сюда вставляла. А то мы сейчас уже ушли там в последнем пункте нашем. Да. А я такая: а у меня? Да. У меня, на самом деле, ну, мне интересно было послушать твой взгляд, что сейчас ты перестал делить друзей на лучших, там, не лучших, отстойных. Отстойные, ну такие. Это чисто там сходить на кофе. На раз-два. Да, вот с этим, в принципе, можно там, не знаю, в поход сходить. Да, какая-то Вот этому рассказать про свои успехи в работе. Наверное, я сейчас постепенно к этому прихожу, но у меня вообще с самого детства я очень много читала книг, и вот в книгах, в детских особенно, там чаще всего у главного героя есть какие-то друзья. Один или там какая-то компашка, но там это всегда вот так вот преподносилось, что типа вот друг, вот это мой друган, мы друг за друга, умрем, вот это, да, порвем, умрем, вот это в горящую избу и все такое. И я вот этого так много в себя впитала с книгами, там, с какими-то фильмами. У меня вот реально было такое, знаешь, в голове, типа: ты мой друг, все, значит, я за тебя порву, я за тебя там вообще все что угодно. Но через какое-то время я столкнулась с тем, что не все люди читают книги, во-первых. Во-вторых, не у всех, оказывается, такие представления о дружбе. Вот. Ну, еще у меня была такая проблема по жизни, что мы часто переезжали. А когда переезжаешь, ну, тебе просто родители говорят: вот мы там завтра переезжаем. И ты такой: что ж, мой лучший друг, пока. Да, в общем, такая вот череда каких-то событий, открытий произошла, но я все равно долгое время, наверное, придерживалась еще вот этого взгляда, даже, наверное, до недавних каких-то пор, что типа вот должен быть какой-то лучший друг, вот прямо братишка, лучший бро. То есть, ну, понятно, что когда я повзрослела, у меня появилось еще там, что вот там партнер по жизни, да, вот это важный какой-то человек. Но для меня лучший друг — это вот где-то примерно на одном уровне, то есть они как бы разные, но очень важные люди. И вот мне как будто все время хотелось на вот этот вот пьедестал кого-то запихать, что типа вот ты
будешь моим лучшим другом. И, наверное, это было, очевидно, неправильно, потому что реально ты начинаешь как будто бы от человека чего-то ожидать, а потом такой... У него еще есть друзья, Да. что? Какие-то неприятные открытия происходят, да. Или в какие-то, например, времена, в разные периоды жизни вы можете, например, отдаляться там друг от друга, или еще что-то может происходить, и ты начинаешь как-то переживать, злиться по этому поводу, что типа, как же так, ты же был моим лучшим другом, а теперь что, мы там вообще не видимся, не общаемся, мы вообще отдалились друг от друга. И, наверное, вот сейчас я тоже прихожу к тому, что не надо заниматься вот этим вот, пытаться запихать какого-то вот одного, там, двух человек, то есть есть друзья, есть люди, с которыми тебе комфортно, есть люди, которым ты доверяешь, и как бы этого достаточно. Наверное, так. Но все равно у меня в голове есть такие некоторые градации, так скажем, дружбы. То есть все равно с каким-то человеком я скорее готова куда-то сходить на какое-то мероприятие, просто посидеть, поболтать ни о чем. А вот с кем-то я готова прям поделиться сокровенным. То есть, например, доверить какие-то свои тайны, доверить свои какие-то проблемы, переживания, там, не знаю, спросить каких-то советов. То есть люди, чье мнение мне действительно важно. Вот. И, наверное, конечно, хочется думать, что если вдруг в жизни все как-то совсем не заладится, что вот будет человек, который будет готов тебя поддержать. Вот, поэтому, наверное, все-таки градации какие-то у меня в голове сохраняются, но вот сейчас, в 33 года, я наконец-то готова отойти вот от этой концепции лучшего друга. Что, наверное, это все вот в детстве, возможно, это важно, что вот у тебя есть друг, и ты учишься с ним как-то взаимодействовать, да. А вот во взрослом возрасте, во-первых, вы уже все взрослые люди, у вас работа, у вас семья, у вас какие-то свои заботы, проблемы, хобби, и как бы у вас просто нету времени на то, чтобы там быть супер лучшими друзьями, там, не знаю, висеть на телефоне каждый день по 5 часов и так далее. У меня есть. Кстати, вот интересный нотис про французские романы. И просто романы всякие, там, книжки. У меня такая же тема, на самом деле, я тоже размышлял про это пару лет назад, что, конечно, вот эти ожидания от отношений и ожидания от друзей, они сильно завышены и романтизированы какой-то парашей, которая вообще никакого отношения к жизни не имеет. То есть я тоже очень много читал, вот, и я тоже там впитывал все вот эти Джеков Лондона всяких, там, с утра до вечера. И везде там были мега-друзья, везде там были отношения просто там невероятно классные. Но это все... ладно, у Джека Лондона еще более-менее реалистично там, да. Но это все, типа, неправда. Это же художественный вымысел. Нам просто нравится читать такие истории. Нам не очень нравится читать истории, в которых у людей такого нет, потому что это напоминает обычную жизнь. Вот, а такие штуки нам очень нравятся. Поэтому... Хочется верить в лучшее. Да, какая-то вот эта вот неведомая, лучшая, великая дружба, неведомые отношения, в которых все великая любовь потрясает. одна на всю жизнь. Да, там, от которой все... Я вообще считаю, что это вообще вредная очень вещь, и ее именно впаривают, активно, потому что это вызывает эмоции, когда вызывает эмоции, можно что-то продать. Это просто вредно для людей. Они Курс начинают... по дружбе. Курсы по отношениям продаются, знаешь. Мы можем вот вести по здоровой дружбе и здоровым отношениям. То есть, опять покупайте наш курс. Да. Не, реально, а почему есть курсы по отношениям, а курсов по дружбе нет? Типа, как искать друзей, там, знаешь, 10 мест, топ-мест, где найти себе друзей. Вот, кстати говоря, можем обсудить сейчас именно это. Места? Да. Где искать друзей. Да. Наверное, хотелось бы сразу сказать о том, что вообще, кстати, я забыла упомянуть о том, что в целом сейчас, как я это ощущаю, именно найти друзей, найти людей, с которыми тебе будет интересно, приятно общаться, это несложно. Где бы ты ни переехал ты в другую страну, в другой город, находишься ты в своем городе, но у тебя там, так случилось, что там старые знакомые отвалили. Это не проблема найти
людей, с которыми ты будешь общаться. Проблема в том, чтобы эти отношения немножечко углубить и перевести в статус дружбы. Вот это, кстати, интересная тема. Ну, давай сначала про места поговорим. Давай, про свой опыт. Ты диджитал-номад, ты постоянно переезжаешь, и вот интересно, как у тебя это процесс поиска людей. Ну, вообще, для номадов, я уже это говорил в первом нашем подкасте, ссылка будет здесь, да, вот это вот все. 2 часа невероятно интересного материала, смотрите. Если вы еще этого не видели. Вот. Я говорил, что мне очень повезло с Тиндером, на самом деле, для социализации. То есть можно, много чего плохого сказать, там, и найти цитаты, почему дружба между мужчиной и женщиной — это отстой, почему Тиндер — это не дружба, там, и так далее. Но к этому мы еще вернемся. в нашем определении дружбы вполне это возможно, да, то есть, типа, просто способ и возможность с кем-то там чем-то делиться, проводить время, кайфовать, радоваться. А там не обязательно с кем-то строить бизнес, не обязательно там охотиться на мамонта. Все это какая-то херь. Я думала, охотиться на мамку. Охотиться на мамку — это еще ладно, как бы. Милф. Да, милф. Но видишь, я уже в том возрасте, когда это не какая-то милфа, это просто женщина моего возраста. Там, не знаю, и никакой охоты либо нет. уж совсем там мало Пугачева. Но это уже там... Как знаешь, Прохор Шаляпин. Другая, да. Но он, кстати, прикольный чувак. Классный чувак. Да. Он мне попадается иногда в рилсиках, и то, что он говорит, я в он целом искренне хотя бы. одобряю, да. То есть можно много чего сказать, что нет, там, то все, но в целом у него вайб классный. Так вот, для меня самым, наверное, классным оказалось, да, это Тиндер. Следующее, конечно, откуда берутся друзья, знакомые, интересные, это работа, потому что, опять же, когда ты номад, ты там работаешь удаленно, ты в какой-то команде находишь друзей. Вот, допустим, у меня сейчас там я довольно тесно и много общаюсь с Жекой. Привет, Жека. С Эдом много общаюсь. Привет, Эд. И вот, мы же познакомились с ними на работе. Мы потом просто нашли точки соприкосновения какие-то в ходе хобби-разговоров. Все равно... В ходе хорсинга. Хорсинга, да. Все равно я не из тех людей, которые любят обсуждать работу, поэтому я всегда везде в рабочих чатах пытаюсь какой-то disturbance внести. Я знаю, не понаслышке. И чушь там всякую пособирать, там типа вот, то все, 5-10. Здравствуйте, там давайте аниме обсудим. Вот. И мы как-то, нашли общий язык и начали общаться вне работы, и нам стало комфортно, и мы подружились, там, сходили на какие-то встречи реальные, физические, да, там, поздоровались, все такое. Вот. И подружились. То есть работа, даже удаленная, когда все равно она открывает возможности для того, чтобы там какие-то отношения построить новые, дружеские. То есть, типа, не обязательно до этого в офис ходить. Можно вполне там удаленно. Вот Геннадий, да, у меня еще есть. Мы с ним вообще сейчас даже, не так много общаемся, но все равно стараемся там раз в 2 недели созваниваться. И, классное общение, типа, очень приятный вайб будет. И, надеюсь, еще пересечемся. Мы очень мало виделись с ним. Вот. И тоже наработки он нашелся. Там какая-то шутка, да, невероятная. Меня просто повеселило, что ты, типа, друзья Жека — это и Геннадий. Геннадий Витальевич. Да. Типа, Гена, он просто, как это сказать, он менеджер, поэтому сразу Геннадий, видишь, оно как-то вот этот внутренний раб, да, во мне он все равно такой уважает менеджерскую душонку, называет Геннадием. Вот, да. Но также вот у меня, допустим, старый друг Игорь, да, с которым мы еще просто в университете подружились, и мы до сих пор общаемся, дружим, там, болтаем, вот, путешествовали. Но мы... И что, прикольно? Допустим, и, кстати, да, вот такая еще штука. Она такая, это не скользкая тема, в смысле, вообще в целом, вот, жена вашего друга может стать вашим другом, вот. Типа в этом, ничего такого нет. То есть мы вот вместе позимовали с ребятами, с Агарлевыми, да, и я в целом с Луизой гораздо лучше стал общаться и воспринимать ее не просто там, это жена Игоря, а как самостоятельного человека, там, персоналию, да, вот. И что-то больше про нее знаю, она больше про меня знает, и, какое-то есть общение более, какая-то есть связь, да, вот. То есть я больше доверяю, я могу там чем-то поделиться и так далее, нет какого-то,
Вот. Так что, да, друзья, они вообще реально везде, а как их сохранить, это вопрос, ну, который вы должны просто решать по мере как бы возникновения проблем, так скажем. То есть если на начальном этапе вы сразу же там паритесь сильно, что дружба утекает сквозь пальцы, то, видимо, не то. Ну, не надо париться. Но если спустя время вы такие можете оценить, да, что-то вот отдаляемся, то надо вот тут взять вот эту вот там гордость, взять и предубеждение, да, гордость и предубеждение, засунуть их там куда подальше и просто открыто сказать, что там, типа, вот я чувствую, что отдаляемся, типа, мне этого не хочется. В этот момент чувствуешь себя там уязвимым каким-то петухом, и это довольно сложно сделать. Но если вы это делаете, то вы можете нащупать почву для того, чтобы там не растерять общение. Но это очень тяжело сделать, потому Да. что эго очень сильно страдает от такого. Тем более, Конечно. когда ты эгоист. Ну, в смысле такой, знаешь... Нарцисс. Нарцисс, да. Да, я, вот, откровенно говоря, нарцисс. Я как бы очень люблю там вот эта всякая великая слава людская. Давайте мне ее сюда побольше. Поэтому, конечно, для меня такие моменты тоже, они, как это сказать, humbling experience это называется. Да, вот, ну, не пристыживающие, делающий более скромным. Да. Вот. Что, типа, ты на самом деле глубоко внутри тоже уязвимый, нормальный, обычный человек. И чтобы так как-то открыться, так как-то там попробовать сохранить отношения, это, ну, надо собрать яйца в кулак, так скажем. Ну, это правда тяжело. Мгм. Так, про места все. Ну, у тебя в основном Тиндер и работа, ну и плюс старые знакомые. И старый знакомый, да. Это, наверное, основной поставщик. То есть у меня... Поставщик. Да, друзей. То есть, как подписчики уже знают, у меня раньше из хобби был алкоголизм. И оттуда тоже есть довольно много знакомых, но я решил его не Но мы добавлять. против алкоголя. Да, но мы против алкоголя. Мы, кстати, Sober собор-фри. Society. Почти 100 дней, 100 а у меня, дней. сейчас скажу, у меня есть очень классное приложение. Да, ссылка будет вот здесь. 115 дней, дорогие друзья. Вам тоже советую не пить, хотя это, конечно же, иногда бывает весело и позволяет заводить новые знакомства, но все-таки лучше без этого. Да, ну, на каком-то этапе жизни, конечно, если вы чувствуете, что это не мешает, и что наоборот так кайфово, ради бога, все равно вас 30-летие настигнет, и когда похмелье... Расплата придет. Да, поэтому если вам 20 лет, наслаждайтесь своими возможностями. В 35 там 3 банки пива выбивают вас из жизни на день-два, если вы не пьете каждый день. Если пить каждый день, там уже не успеваете просто заболеть, тогда нормально. Это лайфстайл. Но это уже становится, да, лайфстайлом, когда типа действительно занимает все время. Так вот, я Про барный... места. Да, я хочу закончить да, давай. барные места. Я их не считаю, потому что, ну, мы про это потом на следующей вот как раз следующей темой поговорим. Там не возникает глубины на самом деле. То есть, типа, несмотря на то, что вам кажется, что вы такой весь открытый, уязвимый, когда пьете, веселый, и вы там что-то оригинальное, и какие-то оригинальные мысли, оригинальные друзья, все это не выдерживает брейкер временем, все это довольно поверхностно и особо ни к чему никогда не приводит. Но Ну, бывает, наверное, и по-другому. по-разному. Да, не, конечно, бывают и исключения. Не будем ставить тут... Не, конечно. Бывает, это штампы. реально классно. И я не жалею о том, что... Ну как, я жалею немножко, но какие-то были классные очень воспоминания, какие-то моменты тоже сближения. Было и было. Ну, было и было, да. Сейчас уже новый Ванька. Новая глава. Новая глава, да, поэтому пофиг. Про места. Про места. Так, у меня есть тоже несколько друзей из старой жизни, так скажем, с университетских времен. Не могу сказать, что мы прям супер тесно общаемся, но поддерживаем связь. То есть как-то... Мне, знаешь, приятно, когда есть люди, с которыми ты не общаешься вот прям каждый день, вот вы там не обсуждаете каждый день все мелочи жизни, которые происходят, но есть люди, вот с которыми ты можешь в любой момент списаться,
и вы будете просто или встретиться, например. Ну, сейчас это немножко сложнее, когда ты находишься в другой стране, и твои друзья находятся тоже в разных каких-то местах. Но это приятное чувство, когда ты можешь встретиться с человеком, вы будете болтать вот как старые друзья, и ты как бы все равно в твоем сердечке всегда есть место для этих людей. То есть старые знакомые, так же, как у тебя. Второе, самое, наверное, самый основной мой поставщик — это хобби. Ну, в моем случае это танцы, которые впоследствии стали работой. Вот, можно сказать тоже, как у тебя на работе ищу друзей. Но даже когда я еще не работала тренером, все равно вот когда ты приходишь в то место, занимаешься делом, которое тебе интересно, ты обязательно познакомишься с людьми, которым также интересно этим заниматься, и вы обязательно найдете общие точки соприкосновения. И, наверное, благодаря танцам у меня такие самые какие-то прикольные отношения получились. То есть я пробовала знакомиться на Тиндере, ну и в других тоже там разных приложениях, да, где-то еще в интернете. Но вот если вы с человеком познакомились, пообщались, и вы не начали чем-то вместе заниматься, кроме как там ходить в какие-то кафешки и гламурно завтракать, то, скорее всего, долго эти отношения не продержатся, потому что, ну, можно походить так, ну, сколько, я не знаю, сколько-то можно походить вот так вот по кафешкам, что-то пообсуждать, но в какой-то момент вы все равно как будто в тупик встаете, то есть все равно как будто нужно что-то, что вас будет скреплять, что ли. Но, конечно, если ты находишь друзей благодаря хобби, есть еще такая как-то обратная сторона, что если ты вдруг прекратишь заниматься этим хобби, то друзья у тебя тоже, скорее всего, отвалятся. Может быть и такое. Вот, но в любом случае, я думаю, что если ты, например, переехал в какую-то новую страну, и ты вообще не понимаешь, где искать друзей, у тебя нет ни одного знакомого, то нужно попробовать себе найти какое-то хобби, если его еще нет. То есть и желательно хобби, когда тебе нужно физически куда-то идти. Это может быть вообще все, что угодно. Это могут быть настольные игры, танцы, там, не знаю, качалка, что еще? Какой-нибудь, не знаю, покер. Кружок, ну да, покер, кружок, книжный клуб. Ну вообще, короче, все что угодно. Сейчас вот какие-то клубы вязания есть, клубы еще вот, короче. Хурма. Да. Короче, любой клуб по интересам выбираешь, идешь туда, и тут, конечно, важно подчеркнуть, что важно не просто туда ходить, надо еще и общаться с людьми. И, наверное, вот когда ты рассказывал про свои способы, места для ловли друзей, наверное, вот мне тоже хотелось подчеркнуть то, что ты не просто работал, да, с какими-то людьми, ты не просто там в Тиндере, не знаю, сидел, ты проявлял инициативу, ты с людьми знакомился, предлагал какие-то темы, предлагал, скорее всего, какие-то встречи. И вот если ты, например, ходишь куда-то на танцы или на йогу, недостаточно просто туда приходить и говорить всем привет и пока. То есть нужно все равно заводить какие-то смолтолки, нужно включаться вот в жизнь вот этого, не знаю, кружка, этой студии, как-то быть вежливым с людьми, интересоваться людьми, и тогда есть шанс найти себе действительно какого-то интересного человека для общения и дружбы. Потому что если просто приходить и там где-то в уголочке тусоваться, ну, вряд ли получится завести друзей, если только какой-то, знаешь, как это, экстраверт не если придет. Наоборот, да. Да, и не захватит тебя. Такое, Mm. конечно, тоже бывает, но все равно я думаю, что если находишься уже в ситуации, когда ты приехал в другую страну, тебе вообще не с кем общаться, у тебя есть там только муж или жена, то надо брать инициативу в свои руки и идти общаться. И что еще? Ну, наверное, у меня вот эти вот два момента, то есть либо друзья из прошлого, либо работа-хобби. Ну, интернет, да, в принципе, я вообще согласна с тем, что друзей мы назовем вообще людей, с которыми тебе интересно общаться. А друзей можно найти вообще где угодно. То есть я слышала истории, когда люди знакомились в очередь в больницу, просто на улице, просто там в очереди в туалет, я не знаю, вообще где угодно абсолютно. Важно
проявляться и как бы не сидеть где-то в телефоне, а смотреть по сторонам, смотреть на людей, если вам какой-то человек импонирует просто, да, то есть он себя как-то проявляет, вам это нравится, может быть, подойти с ним пообщаться как-то, да, просто завязать какой-то диалог, вот, и это на самом деле важно, потому что как в детстве не всегда получается, что ты просто вышел во двор, и у тебя уже пачка друзей. То есть надо немножечко проявляться и проявлять инициативу. А для этого надо уметь быть уязвимым человеком. Потому что это Это всегда правда, волнительно. Да, конечно. Так же, как и если, например, тебе человек нравится, и тебе хочется пригласить его на свидание, и тебе как-то неловко это делать, потому что ты думаешь, а вдруг меня сейчас отвергнут. Также и с друзьями тоже страшно показаться каким-то неловким, каким-то... что подумать, что ты лох какой-то, да, что ты настолько... что ты уже изгой какой-то, да, и ты еще подходишь. Как бы это неловко, я это на себе тоже ощущаю. То есть у меня бывает такое, я даже иногда друзьям своим пишу и думаю, господи, я навязываюсь, а вдруг я уже надоела. То есть надо работать, надо работать над собой, работать над этими мыслями и как бы держать в голове то, что, во-первых, кроме тебя никто тебе твою жизнь не сделает такой, как ты хочешь, у тебя не появятся друзья просто так, если Джейсон Стэтхэм. Да, если ты ничего не будешь делать. И во-вторых, даже если кто-то посчитает тебя каким-то странным, глупым, не знаю, неудачником, но это проблема исключительно этого человека, потому что ничего зазорного нет в том, чтобы подойти к человеку и просто ему сказать, давай сходим на кофе, хочешь? Да, и тем более у нас есть великий уравнитель, мы все равно все умрем. Поэтому в целом... Все, философия уже пошла. В целом вот эти все переживания, все пройдет. Это все прах. Да, все пройдет. Да. Есть хорошая фраза такая про что угодно, про хорошее, можно так сказать, про плохое. И этот подкаст тоже пройдет. И этот подкаст тоже, да, рано или поздно все мы умрем, и никто не посмотрит больше этот подкаст. Но есть надежда, что мы запечатлимся в веках. Есть надежда, что его и так никто не посмотрит. Так что... Это не надежда, да? Это правда. Правда жизни. Ну, это правда, да. На самом деле, когда задумываешься вот в таком контексте, что на самом деле жизнь конечна, и надо... торопиться жить, на самом деле. Да, действительно, когда тебе за 30, ты уже понимаешь, что, нет у тебя времени, чтобы сидеть и как бы стесняться чего-то. Да, потому что, сука, одиноко тебе, иди, найди друзей, скучно, делай что, да, скучно тебе, развлеки себя. Нет у тебя пары, тоже пойди, сходи на свидание, потому что, мне кажется, на самом деле люди действительно иногда, может быть, как будто не осознают, вот они как будто откладывают, потом. Мы все тогда. Да, конечно, все. И во-вторых, как будто, может быть, людям, не знаю, лень, что ли, или что. Потому что я встречаю такое, что типа, вот, хочется друзей, но это же надо идти куда-то, это же надо общаться с людьми. Ой, его в жопу. Хочется денег, но работать не хочется. Да, но работать не хочется. Но это надо, мне кажется, задать себе вопрос, а действительно ли хочется? Может быть, вообще не хочется на самом деле. То есть это какая-то, может, навязанная вообще штука, что типа... Вполне возможно. Надо друзей завести, может, не надо. Может, все устраивает, социальная жизнь. Да, а может сидеть просто дома и смотреть сериалы. Да, может быть, это то, что сейчас нужно. На самом деле, да. Мы, как обычно, возвращаемся к пункту о том, что надо быть осознанным человеком, надо задавать себе вопросы и давать на них ответы. Это так же, как... чтобы найти хороших, качественных друзей, нужно знать самого себя, прежде всего. Нужно быть хорошим, качественным человеком. Да, никак не обманешь ты эту телегу. То есть, если ты какой-то человек с сомнительными какими-то человеческими качествами и волевыми, и вообще в целом, то вероятность того, что у тебя будут какие-то очень хорошие друзья, она не нулевая, но она маленькая. Смотря что такое хорошие друзья. Подобное притягивает подобное. Да, понятно. Но мы тут рассуждаем, исходя из точки зрения, что там какое-то саморазвитие есть, какие-то там вот эти штуки у человека. Это не обязательно, конечно, для того, чтобы прожить классную жизнь, все это херня. Но
Ну, короче, подкасты, мне кажется, смотрят все равно чуваки, которые как-то думают о жизни более-менее. Потому что если ты не паришься, то ты просто листаешь ТикТок, и все, у тебя нормально. И чтобы... Ну, в общем, чтобы быть, да, чтобы достойным быть хорошей работы, нужно быть хорошим специалистом. Чтобы там быть человеком, с которым хотят дружить, нужно тоже быть каким-то пиздатым чуваком просто. Вот, по-другому не бывает. Ну, тут такая, конечно, скользкая тема. Что значит пиздатым чуваком? Ну, Надо это просто быть самим собой, ну, да, нужно понимать Сашими себя. Сябиби. Да, с Сашими Сабими. Понимать себя, кто Да. ты, что тебе действительно надо. То есть я, например, кстати, у меня был период, когда мне казалось, что вот мне надо, чтобы у меня была куча друзей, была тусовка, то есть что я такая, типа, классная девчонка, постоянно где-то зажигаю. Но потом я ощутила, что мне это нафиг не надо, по факту. То есть, во-первых, я не люблю компании и тусовки какие-то большие, и мне комфортнее там вот с одним, с двумя людьми, например, собраться тихим вечером, да, и как-то по-пенсионерски провести время спокойно, без алкоголя. Без алкоголя. Да, без алкоголя, ну, просто какими-то скучными своими делами заняться. То есть вот здесь нужно быть честным с собой, и не гнаться, опять же, за какими-то вот, не знаю, блогерами или кем-то, да, вот, ну, то, что как будто бы транслируется как успех, что у тебя там куча друзей, у тебя там, не знаю, день рождения, там 100 человек, вы там на крыше с диджеем тусуетесь. Может, тебе оно не надо, может, вот ты хочешь на дне рождения просто на дне. На дне просто оказаться хочешь. Да, хочешь посидеть вот со своими двумя людьми, вот, которые тебе реально нравятся, тебе с ними кайфово, посидеть, поржать, поесть тортик, попить чай и разойтись. И тебе этого достаточно, ты реально, или вообще один ты хочешь побыть. Но это просто как будто транслируется, что надо, чтобы у тебя были такие классные, чтобы все такие успешные. Ну да, успешный. Да нахер оно надо? То есть ты понимаешь, кто ты, понимаешь, какие люди тебе нравятся, с какими ценностями, с какими интересами. Ты с этими людьми тусуешься, и все счастливы. Контакт с самим собой. Да. Опять же. Осознанность. Да. Ну, возвращаясь к тому, что я сказал про пиздаты. Пиздаты — это скорее чел, который понимает свои приоритеты, что он хочет делать, и какие у него, ну, самого ожидания от жизни, там, от людей, друзей, там, людей и так далее. Вот, то есть, ну, это вот пиздаты. Конгруентно, да, еще какие-то слова можно воткнуть. Да, какие-то интересненькие словечки. В общем, человек, который не пиздит, так скажем, себе, прежде всего, а когда пиздишь себе, то ты всем тоже остальным врешь, на самом деле. Ты пиздобол. Черт! Вот. Если ты честен с самим собой, то, конечно, гораздо проще тебе будет в жизни жить дальше. Это всех сфер касается. Всех сфер абсолютно. То есть ты не будешь себя обманывать какой-то работой, которая тебе не интересна, какими-то людьми, которые тебе не интересны. И ты можешь сам задавать вещи, которые тебе интересны и нравятся, и окружать себя ими. В целом это и есть как бы итеративный подход к жизни, ее улучшению. То есть ты понимаешь, что ты хочешь, ты это добавляешь в жизнь. Смотришь, что происходит, анализируешь, опять повторяешь, и так, пока не умрешь. В целом это норм. Вот. Но не всегда... Ну, в смысле, друзей еще можно рассматривать, в том числе людей, точнее, друг для друга, как необходимое условие для того, чтобы развиваться как личность. Еще вот, что я подумал прямо сейчас, что не все люди остаются у нас в жизни, но многие из них оставляют какой-то след. Ну, то есть ты смотришь на людей, ты понимаешь, что ты, допустим, так же хочешь, или понимаешь, что ты так не хочешь. И, допустим, на этой почве вы либо сближаетесь, либо расстаетесь, наоборот. И это тоже какой-то инструмент, знаешь, саморазвития, что ли, и понимания самого себя. То есть ты такой, типа, так, не моя тусовка, то я так жить не хочу. И просто отдаляешься. Ну, либо по такой, сути, типа, вау. Да, по сути, люди, которые тебя окружают, это твои зеркала. То есть в разные периоды жизни к тебе притягиваются разные люди. И как раз смотря на них, анализируя, что это за люди, ты можешь больше понимать,
себя вот на данном этапе жизни. И поэтому, мне кажется, окей, что иногда у тебя появляются друзья, потом они, например, отваливаются. И если глубже в этом покопаться, в самом себе и проанализировать этого человека, можно понять, что вот он сейчас был нужен тебе, чтобы что-то понять. И сейчас вот ты прошел там этот этап, да, вышел на новый уровень, и просто эти отношения себя изжили. Так бывает. Да, это и отношений любовных тоже касается на самом деле, потому что, ну, может быть такое, что, например, там условно в какой-то позиции жертвы тебе притянулся какой-то арбузер, ты прошла эти отношения, там, не знаю, проработала с психологом, рассталась с ним, и такая, ну все, вот эти отношения мне были нужны, чтобы вот это вот понять, как-то перерасти это, да, выйти на новый уровень, сейчас у меня будут хорошие, нормальные отношения. То есть, по сути, трагедии нет в том, что друзья уходят. То есть это абсолютно нормальный, естественный процесс, просто сейчас он как будто бы ускорился из-за того, что люди все равно, на мой взгляд, стали в среднем чуть осознаннее, да, потому что больше людей стало заниматься, да, психотерапией, вообще интересоваться, соцсети, мы все равно ускоряются все процессы, больше информации поступает, и многие процессы происходят быстрее. Ты просто это быстрее понимаешь, ты пообщался с человеком на полгода, и ты такой, ну, мне это не подходит, все, спасибо. И если раньше ты там условно в каком-то небольшом городе жил, ну и, кстати, сейчас люди тоже живут где-нибудь, и у тебя есть вот сосед Петя, сосед Вася, и ты такой... друзей. Да, а больше-то и нету никого, то есть и соседка Лена, с которой ты там женишься потом, потому что просто нету людей. И люди так живут, они, скорее всего, вообще не думают о том, нравится ли им этот Петя и Вася, не оценивают там, что это за личности, вот хочу ли я с такой личностью общаться или нет. Да, у тебя просто выбора нет, ты просто с ними общаешься, и вот и с Ленкой тоже ты там не думаешь, подходит она тебе или не подходит, разделяет ли она твои ценности. Это просто, ну, по сути, единственный твой вариант. Ну, типа того, да. Вот. А сейчас, когда ты переезжаешь постоянно, ты постоянно все равно растешь, развиваешься, и ты уже меньше готов какие-то вещи в своей жизни терпеть. То есть ты пообщался с человеком, ты понимаешь, что ваши ценности расходятся, и ты говоришь, ну все, до свидания, мне это не интересно. Да, но тут есть бедовая тоже история, что когда ты слишком часто так делаешь, ну, у тебя немножко внутри обесцениваются в целом как бы любые отношения, потому что у тебя все время есть ощущение, ну, такое же, как вот Тиндер создает, собственно, что океан, он полон рыбы, да, вот так это назовем, что типа не надо пытаться подстроиться немножко, не надо там... Да, я же могу вот пойти другую рыбу Да, сразу же поймать. просто другую рыбу взять и все. И с друзьями то же самое. То есть когда ты все время перемещаешься, у тебя есть ощущение, что ты очень свободный, так скажем, везде, то ты, ну, немножко так как-то, типа, ну и пошли в жопу, да, там, и другого подобрал какого-то. Это немножко, как то сказать, очень негативно, ну, не немножко, это очень негативно влияет на ощущение, ну, на установление крепких связей, вот так это назовем. Да, и обесценивается отношения. Полностью отношения, да. И ты немножко из-за этого тоже теряешь фундамент, почву под ногами, потому что для тебя все становится таким временным. Временные места, временные люди, там, не знаю, временное все. И это, ну, как бы какой-то баланс нужен. То есть либо ты должен быть тогда каким-то мега-путешественником, который именно действительно полностью всю жизнь построил именно на таком. Такой одинокий путник. Одинокий путник, да. Такие реально бывают чуваки. Такие пассажиры иногда появляются. Да. Бывают, ну, были и бывают известные какие-то блогеры, которые так живут, так скажем. Но это такой особый вайб. Он подразумевает одиночество. Но он и не всем подходит. Не всем подходит, да, конечно. Это только для людей, которым очень нравится одними с ошибками. Одними с обидами. Одним быть. Ну, то есть есть же люди, которым реально вот они одни, когда находятся, я, например, да, я вообще не думаю о том, что мне как-то одиноко, плохо там или типа того. Мне максимально комфортно. Кайф. Мне максимально комфортно одному.
Я вообще не задумываюсь об этом. А есть люди, которые прям, они вот одни остались, все пиздец. Они сразу типа, нет, там все какая-то депрессия, у них сразу что-то не то, как Или жить. знаешь, еще я видела такое, что человек вообще настолько не может быть один, что он постоянно там, знаешь, что-то включает тут же, вот он Да, приходит да, домой, да. YouTube надо Да, включить, да, да. что Смотреть человек не что-то. может просто в тишине посидеть. И для меня, как для человека, который прошел 2 випассаны, это очень странно, потому что я наоборот такая, это же кайф, ты можешь просто посидеть, тебе не надо ни с кем разговаривать. Вообще кайф. И реально у меня люди некоторые спрашивают, типа, как ты на випассану вообще? Там же 10 дней ни с кем не разговариваю. Я говорю, так это же кайф, наоборот. Но я бы, наверное, не смогла вот прям таким человеком быть, вот этим одиноким путником, который там, мне не нужны друзья, вот тут пообщался, там пообщался. Мне все-таки, я ощущаю, что хочется иметь вот такие, знаешь, как-то мои братишки все равно. Ну, возможно, видишь, это ложная дихотомия, противопоставление, что я думаю, у одиноких путников тоже есть какие-то, близкие друзья, просто они без проблем живут, как бы без постоянного контакта с ними, так сказать. Ну да. То есть они такие, типа, куда-то там проебались, потом появились такие, рассказали интересные истории и пропали. Батя за хлебом, который уходит, такой вайб. Да, или дядя этот, который мутный тип, который где-то там... Живет за границей, иногда привозит гостинцы. Это теперь мы. Ну, типа, да, какие-то мутные чуваки. Вот. Но в целом, да, это просто надо вот опять же контакт с собой, то есть если ты понимаешь, что для тебя это не подходит, то ты должен предпринимать какие-то действия, чтобы найти друзей, вот, и особенно в эмиграции. Не стоит точно запираться дома, не стоит пить алкоголь, чтобы заглушить вот это ощущение, что ты один. Например, я вот так справлялся с одиночеством. Ну, как справлялся, это же залупа. Это хуевая сублимация, так скажем. Ну да, то есть, типа, это же, вот то время, когда я активно много пил, да, там были какие-то поверхностные знакомые, но я уверен, если бы я просто восстановил, там, не знаю, спортзал, там, я бы нашел каких-то новых знакомых, друзей. Джимбади. Да, или там Джингал, маску маме бы уже набила, там. Вот. Но я выбрал путь, который выбирает много кто. Я просто бухал, и все. То есть вечером тебе скучно, вечером тебе одиноко, ты идешь, просто бухаешь, и все норм. На следующий день типа новая итерация, но у тебя как бы багаж, он бедный, то есть у тебя не появились новые друзья, у тебя не появились новые знакомые. Стало чуть меньше клеток мозга. Да. Стало меньше клеток мозга, ты просто деградировал как личность, вот и все, то есть слоями потихоньку. И ты такой, что же делать? Куплю-ка я еще пивка. Еще пивка, да. Потому что в моменте тебе тяжело соскочить с этого. Это касается всех вредных привычек, на самом деле. Всех зависимостей. Да. Ну, это так же, как и со сладким в целом. Ну, типа того, да. Хотела это вставить, ты говорил про поиск друзей, но все-таки мне кажется, что еще важно обсудить тему, как я уже говорила, найти-то друзей, людей. Несложно. Сложность возникает в том, чтобы эти отношения стали дружескими. То есть иногда как будто бы непонятно, типа, а что дальше? Ты, допустим, общаешься с человеком, понятное дело, что вы только познакомились, ты не будешь ему там всю вообще всего себя там раскрывать, да, все рассказывать, все свои тайны. После банки пива тогда. Мы-то, видишь, не пьем, поэтому нужно какие-то другие варианты искать. И непонятен вот этот вот переход. То есть, знаешь, с некоторыми людьми ты долго общаешься, например, там в универе, да, вот ты там сидишь за одной партой, да, с кем-то, и проходит 5 лет, и вы как будто бы друзья, потому что вы вместе все это время тесно общались, проживали какие-то ситуации, да, там, условно, не знаю, списывали на экзамене вместе, или там прогуливали пару вместе, да, что-то еще там, драка за гаражами, опять же, какая-то. То есть вы проживаете какой-то опыт, и ты спустя время чувствуешь, что да, вот этот человек мой друг. А когда вы только познакомились, непонятно в какой момент вот ты начинаешь ощущать, что у вас складываются глубокие отношения, потому что, по сути, вы встречаетесь, вы общаетесь, вы даже можете достаточно откровенно общаться, да, рассказывать про свои мечты и цели, но это все еще не делает вас друзьями. Вот как будто только время
показатель. Да, так и есть. Ну, то есть, типа, время плюс качество проведенного совместно. Quality time, да. То есть, типа, иногда можно потратить время так же, как с карьерой, с работой. С отношениями. И с отношениями со всем. То есть, ты можешь потратить 10 лет, а это хуйня. Лучшие годы своей жизни. Да, эта хуйня все была какая-то. Или на работе, допустим. Нужно вот опять же контакт с самим собой. Потом изба загорелась. Да. А друг А вдруг-то все. где? А все уже там с той женой. Ну, условно. Трагедия. Да, условно. Поэтому, надо тут вот контакт с самим собой, опять же, постоянно иметь. Сашими. У нас скоро час заканчивается. Блядь, а мы еще не обсудили бывших там и мужчин, и женщин. На полчаса точно надо потратить будет. Да, конечно. Да. У нас еще самые острые темы впереди. Да, и вот quality time и время — это важно. Ну, то есть очень много вещей, которые просто реально занимают время. Невозможно за один день подружиться. Это, фигня. Так не бывает. Ну ладно, это бывает, но это какая-то уникальная ситуация. Да. Вместе, так же, как и с отношениями, ограбили типа банк там случайно. влюбиться с первого взгляда, это скорее очень такое исключение. То есть это все равно требуется время, чтобы ты вообще понял, что за человек перед тобой, насколько ваши взгляды Вайбы на матчатся. жизнь. Да, и еще же тут возникает вот эта сложность, то, что проходит время, а вы меняетесь оба. И не факт, что вы идете в одном направлении. К сожалению, бывает такое, что там проходит 5 лет, и вы реально были классными, хорошими друзьями, а потом ты понимаешь, что все другой человек, и ты другой человек, и вот твой друг уже другой, и у вас уже нету вот этой вот связи. Это грустно. Да, но это часть жизни, потому что не всегда вы идете с одинаковой скоростью, не всегда вы идете в одну и ту же сторону, не всегда вы вообще идете, да, вот так скажем. Кто-то лежит, кто-то идет. Да, кто-то идет, кто-то там, не знаю, летит вообще очень кто-то быстро. в обратном направлении пошел. Да, кто-то Такое вот тоже бывает. решил пивасиком загоняться и в обратную сторону пошел. Ну, то есть для сохранения дружбы нужно еще, чтобы люди примерно в одном темпе двигались примерно в одну сторону. Ну, либо очень оба проявляли, как это, усилия. Что с усилиями можно делать? Прилагать. Да, вот. Прилагали усилия для того, чтобы находить точки соприкосновения, потому что, все равно бывает, что вы как-то по разным путям пошли. То есть у меня, например, бывало такое, что там подруга, например, там, рожает детей, да. Блин, что-то как-то плохо это звучит. У подруги появляются дети, да, семья, и понятно, что у нее меняется жизнь, меняется уклад жизни, меняются интересы. Вы уже не можете там зажигать, как раньше. Но мне как будто все равно хочется с человеком продолжать общаться, потому что я ее как подругу люблю, я хочу с ней по-прежнему общаться, и как бы, мне все равно на то, что у нее как-то изменился уклад жизни. Но бывает такое, что человеку как будто уже не до тебя становится. То есть он такой, вот у меня теперь там дети, у меня семья, я вот занята, а ты там вообще какими-то непонятными делами, на шесте крутишься, это что такое? Короче, тут важно, чтобы обе стороны были заинтересованы в том, чтобы сохранять отношения, потому что когда только один пытается, это он как выдохнется. Да, так же, как и в любовных отношениях, если только один там что-то скребется, какие-то усилия прилагает, чтобы спасти этот тонущий корабль, рано или поздно все рано или поздно он просто выдохнется и вообще разочаруется во всем. То есть важно, чтобы вот с обеих сторон были усилия, потому что, все равно не получится всю жизнь идти в одном темпе. Все равно кто-то будет отставать, кто-то будет перегонять, они могут меняться местами. Периоды разные бывают. Кто-то там в депрессию, не знаю, на год впал. И что теперь ты такой? Все, ты мне теперь не друг. Да, удаляю. Я вообще с тобой хотел весело время проводить, а ты тут сидишь, грустишь. Мне такое не надо. То есть, надо, чтобы оба человека старались. Если этого нет, то, к сожалению, не получится. Блин, все, можно было подкаст начинать с этого и заканчивать сразу. Надо, чтобы просто оба старались. Это правда. И надо иметь осознанность и быть честным с Сашими. Это ТЛДР, чуваки. Вот если Всем вы не хотите пока. смотреть, вот это вырежем, отдельно покажем. Все, можно дальше смотреть. Да. Плюс-минус так и есть, действительно, потому что если вы прилагаете усилия,
то у вас получается так, что завышаются ожидания потихоньку, накапливается усталость от того, что вы прилагаете И усилия. раздражение от того, что второй-то человек нифига не делает. Да, и рано или поздно там начнет, ментал брейкдаун какой-то случится, и просто будет разъеб вот, какой-то сумасшедший. Ну да, либо начнешь просто претензиями закидывать, что типа, Да. ах ты. А тебе скажут, что что, мы ничего. Но в этот момент надо задуматься, что типа, а может быть уже все, то есть и не надо вот за эту дохлую лошадь держаться. Это так бывает тоже. Проходит время, с одной стороны как бы все сохранилось, с другой стороны оно охладилось и уже ту сторону не устраивает. И, надо просто сказать честно, все, так бывает. Пока. Да. То есть, опять же, открыто, откровенно поговорить, почему не устраивает там, почему хочется по-другому, что ждешь больше, что не хватает, допустим, там, условно, слишком поверхностного общения, хочется что-то вместе поделать. Это, кстати, один из способов сохранить и углубить, и улучшить, и укрепить дружбу, это совместное дело какое-то. Потому что... Подкаст, например. Да, подкаст, совместный бизнес, совместные хобби, походы. Совместный бизнес, это, знаешь, опасно. В жизни много чего опасного. А совместные хобби, совместные путешествия, опять же. Совместные путешествия. Да, опять же, с ребятами, с Агарлевыми я бы путешествовал. Это, возможно, мы бы вообще уже не общались, потому что мы действительно по-разному как-то живем. Но эти зимовки, эта вся штука, она поддерживает огонь, так скажем, да, дружбы, и прикольно. Это какой-то классный общий контекст, это все весело, у меня приятные воспоминания, классные фоточки там, и ощущение, что мы сблизились больше. Угу. Больше, чем когда мы, допустим, на дне там, я не знаю, бухал с Игорем. Да, но видишь, опять же, совместные поездки иногда вообще могут порушить дружбу к херам. Это правда, да, и отношения тоже. Да, и наш ремонт, переезды, поездки, это все такое испытание на прочность. Самая горяченькая. Сашими Сабими. Сашими Сабими. Так, подожди, а там мы все обсудили, да, переход к дружбе. У нас, как обычно, места, немножко... где... Места, где обитают друзья потенциальные. Это мы все обсудили. То, как у нас трансформировалось представление о дружбе, обсудили. В самом начале. Да, в самом начале. В целом, да, наверное, про дружбу все. И, наверное, мне хотелось бы еще добавить, что, мне кажется, в эмиграции в каком-то смысле проще искать друзей. Все заражены на это. Да, потому что, все более-менее находятся в таких же обстоятельствах, как и ты, потому что они только приехали, у многих нету друзей, но есть такие уникумы, которые с собой еще пачку друзей привезли, и я всегда удивляюсь, что за люди такие. Мы компанией переехали, 10 человек, я такая... Офигенно. Да, я тут... Одного человека не можно оставить. Да, тут одного человека не можешь с собой в поездку куда-то взять, а тут 10 человек эмигрировали в другую страну. Это что такое вообще? Я подаю на вас в суд. Но в основном люди такие же, как и ты. То есть они приехали, они в таких же обстоятельствах, им сложно, страшно, все вокруг непонятно, они в тех же этих проблемах, там, не знаю, с документами, с картами банковскими, с поиском, не знаю, творога самого вкусного. Короче, у всех одни и те же проблемы, и на этом фоне очень достаточно легко завести друзей. Я говорю, опять же, просто приди в место, где обитают экспаты, если ты пока не готов с местными общаться, интегрироваться в местное общество, там, например, язык пока не выучил, и ты приходишь в экспатское сообщество любое, и такой... Привет, я там такой-то, такой-то. И опять же, просто с кем-то начинаешь диалог с человеком, который тебе более-менее импонирует, более-менее нравится. Так несколько раз походишь, все, у тебя уже завелись какие-то знакомые, просто продолжаешь с ними общаться, и потом отсеиваешь неугодных. И плюс, например, сейчас всякие есть там женские клубы, женские встречи, там нетворкинги. То есть, мне кажется, в эмиграции в этом плане проще, потому что в своей стране ты сидишь, всем друг на друга похер, у многих свои друзья там со школы, с универа, а ты, например, приехал там куда-нибудь в Питер и сидишь такой, а что делать-то вообще? Реально, мне в Питере было сложнее заводить друзей, чем сейчас в Грузии. Ну что, перейдем
Интересно. Или, давай. Сначала еще хочу сказать как раз-таки вот про поиск друзей. У нас там была такой пунктик, это вот дружба с точки зрения мужчин, да. Я как раз хочу быстренько сказать по этому поводу. У нас все еще это догматизировано, стигматизировано, то есть все очень сильно, поиск друзей, то есть мужики в эмиграции, по моему наблюдению, они вообще не находят друзей, они просто там что-то, ну, как-то существуют, а потом эмигрируют куда-то дальше. Да. Это... Единственный человек, с которым общаются, это жена. Это их, да, споус там какой-либо. Вот. А это неправильная абсолютно политика, потому что даже если вы не ощущаете какой-то прямой потребности там, в других людях, с ними общаться, во что я не особо верю, я верю в то, что скорее люди просто не осознают, что у них есть такая потребность, вот, и она где-то в теневом режиме повышает стресс. А есть огромное количество из нашего воспитания. Там, во-первых, для того, чтобы подружиться, нужно вот, ну, проявить какую-то вот уязвимость показать, так скажем. Да. У нас в сообществе мужичков это не принято, так скажем, да. И с самого детства нам все впаривают офигенно, что вот нет, там мужик, соберись, тряпка, успешный успех, всем насрать. В целом есть валидные поинты в этой точке зрения. Ну, что начинать там дружбу с того, что ты хочешь поныть, это плохо. Ну, всем все равно. Ну да, это. И не только дружбу, отношения тоже. Да, это плохая штука. Но это как-то вот сознанием нашим и мозгом переносится в целом на все вещи вообще. То есть, типа, для того, чтобы подружиться, нужно уметь показаться глупым иногда. Ну, вот вообще подойти к кому-то и сказать, давай дружить, это довольно очково. Вот, ну, это страшно. И странно само по себе. Да. Но... Ну, типа, это просто странно. А в мужском обществе это еще более странно, что, типа, какой-то тип что-то там спрашивает у тебя, что за хуйня, типа, вообще? Ну, тебе что, ну, займись своим делом и не мешай, не ответь. Да, еще какая-то, может быть... Да, такая агрессивная какая-то вот эта тема еще. Ну, да, проскальзывает. Проскальзывает, да. Ну, двойное дно какое-то. Очень много каких-то, да, вот таких штуковин, которые очень сильно ограничивают возможности мужчины для того, чтобы найти друзей в эмиграции особенно. Да, вот давай советики мужчинам, как преодолеть это. Ну, к сожалению, нет никакого совета универсального. Исходя из себя, идите туда, где занимаетесь каким-то хобби либо работой, и ищите людей, с которыми вам кажется симпатично и хочется начать диалог. Либо вы можете сходить на какой-то там, ну, допустим, проводятся конференции разработчиков, да, если вы разработчик, можете туда сходить понетворкаться, можете сходить на какой-то, допустим, вам интересно, лекция Аси Казанцевой, да, допустим, вам интересно. Ну, или спортзал. Да, или спортзал, да, какой-то контекст общий. Конечно, исходя из общего контекста, гораздо проще начать с кем-то общаться. Но все равно придется вот это вот мужское эго, так скажем, немножко припрятать, потому что, ну, это очень неловко будет и некомфортно. То есть если девчонки, они в основном, ну, как-то, типа, более-менее такие, ой, ты тоже занимаешься, да, и все норм. То у мужиков там, типа, и все, ничего не происходит просто. Проходит 3 года, у тебя 0 новых друзей, или 10 лет вообще проходит. Зато ты мужик. Да, ты просто нигде, ну, это проявляется, да, вот так это назовем. То есть для того, чтобы, опять же, привлекать каких-то людей, друзей в том числе, надо как-то проявляться. А есть какая-то вот эта СНГ мужская тема, что, наоборот, не надо проявляться, надо каким-то скрытным быть, таким чуваком, который все суровым. Да, суровый, что-то у него какие-то там мошна, дела, там что-то туда-сюда. Что делать, непонятно, и зачем все это надо, тоже непонятно в 21 веке, если все легально, то, чем ты занимаешься. То есть, типа, нет нужды корчить из себя какого-то криминального авторитета, если ты никакого отношения не имеешь к криминалу. Можно как-то более таким открытым человеком, так сказать, быть. Типа, нет нужды там каким-то, я альфа-самец там. А со всех этих утюгов на нас, на мужчин, опять же, выливается, что нет, нихуя. Ты должен быть именно вот этим вот альфа-самцом, ты должен быть там туда-сюда, никаких слабостей, никакой уязвимости, ничего такого. Исходя из этой позиции, очень тяжело находить друзей. Потому что друзья — это в том числе люди, с которыми ты не боишься показаться, ну, немножко идиотом или неловким каким-то и так далее. Это очень важно. И очень важно еще и создавать именно в дружеских коллективах атмосферу, что люди могут чем угодно делиться, без того, чтобы какой-то тип сказал, да ты что несешь там. Когда, ну, это часто происходит в мужских коллективах,
что, типа, кто-то что-то рассказывает, а ему говорят, что за хуйня, типа, давай, убирай это там, или это чушь. Ну, такого дофига. И, ну, из-за этого люди как-то в себе все держат, мужчины, да, эмоции в себе держат, мысли все держат, там, желание с кем-то подружиться в себе держат, и в итоге, особенно в эмиграции, когда на это наслаивается невозможность на родном языке изъясняться, либо изъясняться только в каких-то узких комьюнити, ну, в итоге чувак замыкается, там, не знаю, переходит на пивко, условно, или еще на какую-то херню, и так и живет, типа, да, норм. Ну, типа, стресс как-то ты копишь с помощью там алкоголя, да, или еще какой-то херни, и все. И потом уже мозг у тебя придумывает даже, что да, и не нужны никакие друзья, там, все это хуйня. Ну, да, включается вот эта защита, что типа, да, мне вообще одному нормально, все дураки, общаться не с кем и так далее. Да. То есть это же, ну, надо понимать, что это просто конструкт такой мозговой, он всегда произойдет. Он объяснит вам все, чем вот в любом положении вы окажетесь, мозг придумает, почему это так и задумано. Вот вы там, не знаю, все вообще по полной отстой. Там, Вот я, допустим, про бухло я могу много рассуждать, поэтому про это могу сказать. Там очень много романтизации же у тебя в голове. То есть ты такой, я такой страдалец, я такой невероятный. Сижу, пью винишко. Да, это я сейчас могу посмеяться над этим, а в тот момент это именно круто. То есть ты такой, я там просто так много пережил. Аристократ-эстет. Да, либо я вот пережил, там, да, вот, родители умерли, и я такой, нет, я страдалец, надо вот дальше вот выдавливать из себя вот это вот. И ты пьешь, и ты такой, да, вот я типа, ну, наказываешь ты там себя или еще что-то. Ну, короче, ты вот ощущаешь себя каким-то героем романа ебаного. А это все чушь. Ну, типа... Книги зло. Мы что-то к этому, походу, выводу пришли. Сжигать их, да. Ну, типа, действительно, вот эта романтизация какая-то внутренняя, страданий своих. Романтизация страданий — это очень плохо, чуваки, никогда не делайте этого. Мозг всегда из любого вашего положения вам... Прожить страдания, конечно, нужно, но когда это too much уже, это... А тяжело поймать, потому что это же твой же мозг. Он всегда придумает, как это, почему это вот нормально. Дальше там страдать 10 лет еще. Почему нормально не иметь друзей, он тоже сразу придумает. Почему там быть одному, это на самом деле твой выбор, и все ништяк. Все это я просто одинокий воин. Да, воин, да, волк там туда-сюда. И какие-то там ложные противопоставления успеха и хороших отношений. Все это полная дресня, надо деконструировать полностью всю мифологию вот эту мужскую, и начать, ну, просто обычные чуваки, там, человеки со своими переживаниями, своими эмоциями, там, делиться эмоциями нормально, переживать о чем-то нормально, искать друзей, обсуждать, что их нет, там, с другими друзьями, там. Ну, это все нормально. Надо все это нормализовывать, и из этого будут более такие тоже хорошие отношения получаться, более человечные человеки кругом и так далее. А вот эта вся романтизация какого-то брутализма, необрутализм, есть архитектурный стиль, да, брутализма какой-то, вот этого мачизма, да. Это гигачат. Да, гигачат. Ну, все это прикольно, конечно, как элемент культуры. Но... Или как постирония. Да. Но в целом, типа, никакого отношения к жизни это не имеет. Так же, как, ну, допустим, переход сейчас плавный, да, произойдет. Гигачадные блогеры часто говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Ну, потому что это такая тема острая. Почему многие блогеры вообще про это рассуждают, и мы в том числе. Ну, мы не только по этой причине. Вот. Да потому что, ну, люди до сих пор про это спорят, до сих пор про это обсуждают, до сих пор вот никак не оставляют людей вот эта тема, а может ли женщина быть другом? Но исходя из нашего определения дружбы, которое мы в начале подкаста ввели, что, ну, друг — это человек, с которым ты комфортно проводишь время в удовольствие, да, и разделяешь какие-то воспоминания и так далее. Я не вижу здесь никаких ограничений для того, чтобы это, ну, любого пола был человек, любой ориентации даже там и так далее. Мне все равно. То есть если этот человек забавный, если этот человек какого-то вайба классного, если этот человек что-то делает, что мне нравится, да и заебись. Ну, типа, почему нет? У меня нет никаких там, ну, меня она не спасет из избы там горящей. Ну, во-первых, может и спасет, а во-вторых, ну, а может и меня и мужик не спасет из этой избы. Типа, зачем вот эти все какие-то крайние примеры искать, в которых там вот какая-то
женщина хуже себя проявит. Опять же, да никто никак себя не проявит, если ты живешь в каком-то стереотипном мире, у тебя нет друзей, и все насрать на тебя. Просто никто ничего не сделает. Вот и все. А если у тебя есть друзья, и ты нормальный пиздатый в твоем понимании чел, и вокруг тебя такие же пиздатые чуваки, то спасут. И неважно, какого они пола. Все просто. А вот эти какие-то там, женщина не поймет мужчину. Да, мужики сами себя не понимают. Типа, Люди сами себя не в понимают. целом, да, это вообще абсолютно не имеет отношения к полу никакого. Вот это понимание себя, и вот это, как-то сказать, рефлексия есть у тебя или нет, вот это вот понимание своих корней, так скажем, да, насколько глубоко ты себя осознаешь, все это вообще никакого отношения не имеет к полу. Это универсальная, абсолютно асексуальная черта, которая либо есть у человека, либо нет. Да, там есть какие-то особенности, там гормональные особенности, еще какая-то херня, там вот тестостерон, там туда-сюда. Но как это мешает вот дружить с женщиной, я хз. Ну, видишь, тут же обычно все сводится к тому, что дружбы не может быть, потому что кто-то кого-то хочет в этой паре. Ну, во-первых, не факт, что в мужской или женской дружбе такого нет. Такое тоже может быть. Во-вторых, у меня, только вкратце расскажу, я вообще в детстве много дружила с мальчиками, потому что я играла в комп, у меня такие увлечения были. Нам всегда было о чем поговорить, что вместе поделать. Вот. И мне было... я с девчонками тоже дружила, но мне как будто с парнями было в целом комфортнее и прикольнее, потому что парни, они как будто немножко более такие, отвязные, так скажем, были. То есть с парнями можно вообще всякой хуйней заниматься. Потом наступил переходный возраст, когда начинаются там уже какие-то гормоны, какие-то вот эти вот романтикуе. И у меня по-прежнему были друзья-парни, но тут уже начинали возникать такие ситуации, когда вы дружите, и я была абсолютно уверена, что типа все, мы друзья, вообще никаких ничего. А потом возникает ситуация, и твой друг тебе говорит: а я, похоже, тебя к тебе какие-то чувства испытываю. И там два путя было обычно. Либо вы сразу прекращали дружить, либо вы что-то там пытались в отношения, и все равно это все заканчивалось, да. И через какое-то время я поняла, что, наверное, не может быть все-таки дружба, потому что все попытки, то есть я реально абсолютно спокойно всегда общалась с парнями, чисто как с друзьями, то есть там шутки, прибаутки какие-то общие, там, я не знаю, увеселительные мероприятия, но потом все равно все сводилось к тому, что давай все-таки мы будем встречаться. И сейчас я опять, мне за 30, я опять вернулась к тому, что все-таки дружба может быть, и я это, наверное, связываю с тем, что гормонально вот этот всплеск утих, то есть когда ты молодой, горячий, и у тебя еще мало опыта в целом в отношениях, ты пока еще не понимаешь себя, ты не понимаешь, какого партнера ты хочешь рядом с собой видеть, как будто это легко, вот рядом с тобой есть твоя подруга, и ты такой, ну она вроде ничего такая, мне с ней весело, давай-ка я с ней повстречаюсь. А потом вы начинаете встречаться, и ты понимаешь, что ты вообще не можешь с этим человеком встречаться, потому что у тебя все равно, требования, так скажем, к партнеру и к друзьям, они отличаются. Да, то есть то, что я не терплю в партнере, я могу спокойно вытерпеть в друге, и наоборот. И как будто ты, когда вырастаешь, нормальные люди, наверное, за 30, которые уже понимают себя, понимают, какой партнер им нужен, они уже могут вот это разделять, уже нету вот этого типа секса, хочу секса. То есть ты уже спокойно относишься к человеку, ты его можешь оценить, да, физически, что он тебя привлекает или там что он тебе в целом нравится, но ты понимаешь, что ты с ним отношений строить не будешь, и ты уже спокойно друг. Все, давай дружить. И, я такое у меня было развитие отношений с мужчинами. Не, конечно, то есть я когда молодой был, я тоже там не особо мог дружить с женщинами, но ты становишься старше, у тебя лучше контроль над самим собой, ты лучше понимаешь, что ты хочешь, у тебя уже нет проблем с тем, чтобы найти секс, так скажем.
и ты такой, ну, мне с этим человеком нравится общаться, мне нравится с ним проводить Это время. ценнее, чем пошпёхаться. Ну, типа того, да. Пошпёхаться ты просто можешь найти там, или у тебя уже это есть, допустим. Ну, это не так важно. То есть, типа, закрыть вот эту потребность как бы в сексе, ты ее закрываешь человеком, которого там любишь, которого хочешь, там, либо много схем, если ты балидун, да, так скажем. Вот. А есть люди, с которыми тебе просто нравится общаться, и у вас выстроена какая-то дистанция, то есть все понимают собственные границы, там границы дозволено, и за них не переходят. И понимают ценность отношений. То есть отношения, дружба ценнее, чем просто вот какой-то секс, который может потом испортить вообще все. Ну да, они еще, как-то сказать, ну, я тут вот эту дихотомию, кстати, сексуальную не поддерживаю. Типа там вот меня в Тредсах чувак спросил, Иван, там, вот вы допускаете секс с друзьями, женщинами? Я такой, типа, ну, я ничего там такого не вижу. Если два человека не изменяют при этом, друг друга хотят, получают удовольствие, но при этом не впадают в романтизм, да ради бога. Ну, типа, что вы там такого? Это взрослые люди, абсолютно они могут делать со своими пиписьками, что они хотят. И никого это не должно трогать, на самом деле. Поэтому, ну, я вообще, ну, типа, как это сказать, с какими-то людьми устанавливать сексуальный контакт, с какими-то нет. С какими-то у тебя уже, допустим, есть спаус, твоя любимая, твой любимый, ты с ним как бы с ней живешь, кайфуешь, и вообще пофигу. И вот у тебя есть подруга, и ты такой, ну она тоже ничего, сейчас буду изменять своей жене. Ну это же хуйня какая-то. Чтобы что? Ну да, ну это же Ну вообще измена, это, конечно, отдельная тема, это всегда тоже какая-то вот... хуёвый контакт с собой. Ну, типа того. То есть ты должен понимать же, почему ты этого не делаешь. Сделать это ты всегда можешь. Да, то есть это выбор. Что потом с последствиями делать? Да, это же выбор именно. Я не хочу там обижать этого человека, я не хочу жертвовать Если у вас дружбой, проблемы, иди разберись с проблемами. Типа Если того, ты понимаешь, что ну все, лошадь сдохла, слезь и иди ебись с кем-то другим. Ну, типа того, но просто идти изменять, или вот это мне нравится, ну вот у нас что-то проблемы, поэтому я пошел, там что-то выпил, и вот она мне там улыбнулась, и вот так получилось. Так бывает. Да. А что значит-то? Ну, я не виноват, да в смысле не виноват. Ну ладно, это уже другая тема. Давай быстренько по бывшим. Ну, это опять же... Пробежимся. В принципе, исходит из предыдущей темы. Да, ну в целом это, конечно, возможно, потому что особенно... Если люди осознанные. Если люди осознанные, да, если люди осознанные, все возможно, если вы понимаете, что уже зачах там очаг, и ни у кого нет именно вот ключевой момент, товарищи. Ни у кого вот нет вот чахнущего уголька. И желание ворошить там кочергой. Да, желание кочергой там раздуть это пламя опять непонятное, то все у вас получится. Можете дружить с кем угодно, никаких проблем. Но если вы, товарищи, там, начинаете дружить или делать вид, что вы дружите в надежде восстановить отношения, либо переспать, ну это же не дружба. Ну типа это дерьмо. Вам просто следует стать более лучшей версией себя, так скажем, а обосновывать это тем, что у вас там я высокотестостероновый там или типа то. Ну, как раз-таки ты же поэтому и в контроле, и в контакте с самим собой ты можешь сказать, ну не, там, вот, типа, мы уже все это пройдено. Да, зачем? Если у вас нет вот именно такого какого-то момента, можете дружить. Единственный тут вопрос, типа, а надо ли? Ну, то есть, типа, если так много условий и сложностей каких-то, то зачем? Да, но если это вызывает изначально какие-то такие смешанные эмоции, то нет. Ну и мне кажется, что все-таки важно после разрыва отношений, чтобы прошло время, чтобы все поутихло, потому что все равно, если у вас были отношения, все равно сохраняется некоторая привычка, влечение к человеку, что вы там привыкли, не знаю, обниматься, целоваться, там, если вы вместе жили, то там бытовые какие-то привычки. И мне кажется, нужно время, чтобы это все немножечко поулеглось, чтобы все свои эмоции пережили, и после этого, если вы чувствуете, ну, что хотите общаться с человеком, просто общаться, то это окей. Либо, мне кажется, если это пара, которая прям, ну, очень долго уже вместе, и там реально вот уже очаг, вот этот вот именно огонь, страсть
страсти потих, но как бы тебе человек все равно дорог, тебе интересно с ним, ты считаешь его реально умным, классным, веселым чуваком, ну просто, ну все уже, ты понимаешь, что вот именно отношений ты с ним не хочешь. Я считаю, что ничего такого в этом нет, чтобы продолжать общаться с человеком. Видишь, это обычно просто у людей вызывают какие-то вопросы, типа, а чего ты с ним общаешься? Это же бывший, а у тебя же есть вообще муж, а тебе не стыдно, а муж вообще в курсе, что ты там со своим бывшим общаешься, а вот ты с ним по-любому не просто так видишься, по-любому вы там что-то... Я думаю, а почему у вас нет мысли о том, что просто можно общаться с человеком? Просто можно видеть не мужика с членом, на который тебе тут же хочется запрыгнуть, а просто человека, с которым тебе интересно, с которым у вас общий какой-то вайб классный, с которым у вас какие-то цели, какие-то совместные тоже ценности. Почему нет? Мы животные, там Кока-Кола начинается. Но это опять же кто как, товарищи. Кто-то более как бы такого толка, да, кто-то больше в контакте со своей духовной частью, так это назовем, и он может отследить, что типа, не. Ну, в общем, тут только дружба возможна только среди людей, которые очень глубоко понимают себя. Таких очень мало, поэтому примеров успешной дружбы между бывшими тоже очень мало. Да, но если вы какой-то мега-рефлексант, который очень четко понимает типа границы дозволенного, не впадает в эмоции какие-то и так далее, и ощущает, что они уже пройдены, как бы ради бога, ничего такого. Не вижу никаких проблем. Ну да, то есть, опять же, если человек общается с бывшим, но при этом вот он после встречи приходит и такой, все-таки не могу. Надо сказать себе честно, но я не могу отпустить человека, я все равно, я страдаю, он еще там мне рассказывает о том, что он там с кем-то встречается, мне это причиняет боль. Ну зачем так? Ну скажи тогда, слушай, не могу. Может быть потом, но сейчас я точно не могу. Это опять же про честность, про смелость, опять же, вот собрать яйца. Да, про открытость, собрать яйца в кулак и сказать, слушай, хотел бы быть таким крутым чуваком, которому пофиг вообще, что у тебя там происходит в личной жизни, но не могу пока. Вот, поэтому, наверное, вывод из всего нашего подкаста — это быть осознанным, быть честным с самим собой, отслеживать свои реакции, свои эмоции, понимать, с кем вам комфортно общаться, с кем некомфортно. Если с человеком с каким-то некомфортно, понимать, почему некомфортно, и не надо тогда общаться с этим человеком, может быть, либо поговорить с этим человеком. Вот. И не ставить, наверное, себе каких-то жестких рамок, каких-то жестких требований, что у меня должен быть лучший друг, 1, 2, там, и наоборот, у меня должно быть 20 друзей, иначе я какой-то лох. Никаких требований, никаких рамок. В разные периоды жизни бывают по-разному. Просто главное быть в контакте с собой, главное идти по своему пути, и обязательно к вам притянутся люди, которые будут с вами на одной волне. Аминь. Что, от себя что-нибудь добавишь? То есть, по сути, все вещи, связанные с каким-то духовным ростом и отношениями и так далее, все происходят из хорошего понимания самого себя, своих приоритетов, своих эмоций, умением с ними совладать, умением их осознать и так далее. Люди, которые этим владеют, они легко могут все сами понять и улучшить свою жизнь. Люди, которые плохо это получается, им стоит подработать над этой штучкой, и тогда у них все будет получше. А бороться следует, действительно, с какой-то догматизацией, стигмами какими-то, что там это невозможно, это я хочу точно, туда-сюда. Жизнь динамичная штука, не всегда можешь получить то, что хочешь, да, как пелось в Rolling Stones. Друзья, как-то сказать, это тоже временное явление, так скажем, иногда. Ничего там страшного нет, не надо этого бояться. Новых друзей вы всегда можете найти, для этого придется как-то... Выйти из дома. Выйти из дома, да, никакой нету тут silver bullet, так скажем. Все равно придется рисковать. Но этот риск, он метафоричный, потому что никто с вами ничего плохого не сделает.
Ну и обсуждать потом годами, как он подошел и сказал, что Да. хочет подружиться. Вот лох, да. Ну, типа, если человеки реально обсуждают 10 лет вас, Ну, то это очень странно, конечно. у них ничего в жизни не происходит, просто Да. это бездельники какие-то. Вот. Да, поэтому, да, просто надо быть достаточно смелым. Смелость города берет, да. Да, типа чтобы быть того. честным с собой и иметь смелость общаться с друзьями Да, и сказать, мне нужен друг. да, да. Или бы им заниматься вот хобби и тоже просто, ну, как-то Общаться. сказать, участвовать в этом хобби, не просто молча там в углу выполнять свою программу, а уметь там, не знаю, что-то подпиздеть. Подшутить. Да, подспиздеть что-то. Да, вот. да, да. Ну, в этом помогает чувство юмора еще, кстати, вот. Покупайте курс. Покупайте курс. Шутки от Ивана. Да, за полтос. Ну, действительно, очень много чего я в жизни друзей как получил, очень многих. Я просто люблю угорать, на самом деле, да. Кстати, вот на этом подкасте, что могу сказать сразу, в креслах мне комфортнее сидеть было. Я вот в стуле, я вот сижу, я прямо чувствую, что я, блядь, ну какой-то напряженный, я что-то вот как-то вот какая-то вот не то, блядь, нет того вайба такого, знаешь, типа, когда я вот сидел, пиздел, что там на первом Ну тут мы, подкасте. видишь, собранные. Ну да, это немножко бесит, я прямо чувствую, В что... креслах мы бы тут, мне кажется, у нас голова бы тут торчала. Да, но в креслах мне было, короче, комфортнее, тут я прям первую половину могу точно сказать, что я прям, ну как-то вот шпагу проглотил, блядь. Он честен с собой. Да, Хороший и чё- человек. Да, и сидел, и что-то там... Ну, возможно, это давно не записывали еще, дело в этом. Ну, как бы... Ладно, надо прощаться. с Прощать, нашими- подписчики. Прощайте. До новых встреч на наших невероятных подкастах. Желаю всем обрести друзей или не обрести друзей. Просто, короче, желаю, чтобы вам было комфортно с самими собими, с ишими. Все, заебись.